Атака беспилотниками АСФ на корабль «Иван Хурс». «Иван Хурс» — это российский разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. В задачи корабля входит обеспечение связи и управление флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами системы противоракетной обороны. Корабль разработан в Центральное конструкторское бюро «Айсберг» главным конструктором Александром Рыжковым. Закладка судна «Иван Хурс» состоялась 14 ноября 2013 года на главном стапеле Северной верфи в Санкт-Петербурге. Строительство затягивалось из-за серии улучшений по сравнению с главным кораблем серии. Спуск состоялся 16 мая 2017 года. Акт о завершении государственных испытаний корабля был подписан 18 июня 2018 года. Принят в состав военно-морского флота 25 июня. В строительстве Ивана Хурса приняли участие более 900 компаний. Длина судна 96 метров, ширина 16 метров, осадка 4 метра, скорость полного хода 20 узлов. Дальность плавания 8000 миль. Экипаж 131 человек. В качестве вооружения корабль имеет от 2 до 4 морских тумбовых пулеметных установок с крупнокалиберным пулеметом Владимирова 14,5 мм, рассчитанными на поражение легкобронированных целей и работу в качестве зенитной установки. Также Иван Хурс комплектуется переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». По словам главного конструктора Александра Рыжкова, в проект внесен целый ряд изменений, направленных на улучшение боевых и эксплуатационных характеристик, а также на улучшение условий обитаемости для удобства экипажа. Разработчики рассматривали, что такой корабль, как Иван Хурс, может выступать в роли флагмана сетицентрической войны и стать координатором действий для целой эскадры или корабельной ударной группы, находящейся во взаимодействии с авиацией и сухопутной армией. Мостиковая радиоэлектронная система позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования «Мостик» 18280. Система обеспечения электронной совместимости радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией, подзаголовок 23. Первоначальный план предусматривал передачу судна Тихоокеанскому флоту. Однако в апреле 2017 года в Черном море затонул средний разведывательный корабль «Лиман», столкнувшись с судном-скотовозом «Юзарсиф-H». В качестве замены флоту был предоставлен Иван Хурс. Корабль входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота. По официальной версии, в Черном море судно обеспечивает безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Ранним утром 24 мая 2023 года вооруженные силы Украины атаковали корабль «Иван Хурс» 3 беспилотными катерами. В тот момент он был в экономической зоне Турции, примерно в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. Минобороны России обвинила Украину, отчиталась об уничтожении всех 3 беспилотников и продемонстрировала 10-секундный ролик уничтожения одного из приближающихся катеров. По официальной версии, Иван Хурс не пострадал. 25 мая была опубликована запись с одного из катеров, на котором видно, что один из беспилотников достигает левой стороны корма судна. Съемка обрывается, и результатов возможного столкновения не видно. Видео поставило под сомнение утверждение Минобороны России, что корабль не пострадал. После публикации этого видео телеграм-каналы начали распространять видео возвращения корабля после атаки,
которое было опубликовано на YouTube еще в 2021 году. Другие опубликованные фотографии из бухты Севастополя не позволяют наверняка идентифицировать судно. Вероятно, что беспилотник АСФ взорвался в непосредственной близости от корабля.